Тельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня смотрим ваш таро-прогноз на апрель 2024 года. Анализируем предстоящий событийный ряд, ну и планируем месяц совместно. Надеюсь, вы уже готовы к раскладу и эмоционально, и ментально. Напоминаю, что, возможно, некоторым из вас необходимо смотреть расклад по асценденту. Возможно, для вас он будет резонировать в большей степени. Ну а всех остальных солнечных представителей я приглашаю к просмотру и прослушиванию информации. Итак, основные энергии: работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Так, что у вас здесь на повестке дня? У вас общая энергия месяца ложится здесь непосредственно шестерка монет. Ну, она же шестерка пентаклей. Карта, которая говорит о взаимопомощи, потому что не зря здесь вот изображены, как вы видите, весы, да, и льется из этого чайничка. То есть как вы можете кого-то наполнять в прямом смысле этого слова, то есть эмоционально помочь, поддержать, может быть, финансово. Карта помощи, поддержки, карта благотворительности. Так этот аркан, который говорит о том, что такие энергии могут и войти в вашу жизнь. Кто-то может бескорыстно, безвозмездно в чем-то вам помочь, подсказать, поддержать, направить, потому что это аркан энергообмена. Еще шестерка монет, она чем примечательна? Конкретно в этой колоде она говорит о следующем. Хочешь, чтобы тебе помогли, помоги себе сам. То есть начни с себя, начни с малого, начни формировать и наполнять свою жизнь так, как ты считаешь нужным. А вот чем ты ее наполнишь, это уже другой момент. То есть от вас зависит, это будет, так сказать, нота горечи или нота радости. Конечно, аркан у нас многогранен. Давайте мы с вами посмотрим, какой, так сказать, среде он у вас отыграется, в какой сфере. И здесь у вас ложится туз пентаклей. Ну, мне кажется, тельцам что-то больше желать вряд ли стоит, потому что это карта ростков, новых возможностей, новых достижений. То есть как вы можете кому-то помочь в каком-то старте, в начинании, в каком-то деле или, возможно, финансово. Так и вам кто-то может оказать безвозмездную помощь, поддержку. И, ну, в принципе, может быть, меценатство в каких-то вопросах. Опять же, смотрите, здесь росток, который дает несколько витков. То есть это могут быть ситуации, когда в рамках этого месяца инвестиции, которые вы во что-то вкладывали, вы теперь получаете свои, так сказать, результаты своего труда. Не обязательно это могут быть инвестиции в прямом смысле слова денежного формата. Это могут быть знания, за счет которых вы зарабатываете. Это может быть ситуация, когда вы вкладывались в свое здоровье, теперь видите первые результаты. Или вы каким-то образом пытались наладить с кем-то отношения, какую-либо структуру, то теперь вы получаете, так сказать, ростки, плоды, результат вашего труда. И он вас действительно будет радовать. То, что касается вопросов работы. И у нас здесь ложится аркан император. Карта стабильности, контроля, прорыва, новых возможностей. Для кого-то повышение по службе, для кого-то, возможно, создание своего дела. У некоторых может идти смена руководства. Почему идет несколько вариантов? Потому что все абсолютно разные. Кто-то работает, кто-то нет. И для каждого из вас, безусловно, этот аркан прозвучит по-своему. Поэтому мы с вами сейчас посмотрим, как он будет раскрываться для совершенно разных категорий населения. Для тех, кто сейчас у нас не работает и работать не может. Здесь у нас ложится сама королева пентаклей. То есть это жизнь в достатке, в комфорте, на свои ресурсы, на свои накопления. Здесь, если мы посмотрим, у нас на дне колоды ложится еще король чаш, возможно, за счет поддержки и ресурсов со стороны мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Но помимо всего прочего, это ситуация, когда вы можете увидеть потенциал, увидеть ресурс, заниматься какими-либо творческими процессами, потому что король чаш — это творчество, это то, во что вы вкладываете душу, изливаете эмоции, ну и на этом сможете действительно зарабатывать. Для тех же, кто у нас является соискателем, что здесь? А здесь у нас аркан влюбленный. И проиграться он также может по-разному. Для кого-то это полная финансовая помощь и поддержка со стороны партнера и партнерши. Как следствие, вы можете жить как у Христа за пазухой и, так сказать, не стремиться искать в себе какую-то занятость, работу. У некоторых это за счет помощи или поддержки
партнера, партнерши или очень близких вам людей получить вот эту работу, к которой вы стремились или о которой мечтали. Так, давайте с вами посмотрим ситуацию для тех, кто является наемным сотрудником. Для тех, кто у нас наемный сотрудник, здесь король жезлов. Аркан, который в первую очередь говорит как о ваших амбициях, ваших планах, ваших стремлениях. И здесь у вас перспективы как повышение по карьерной лестнице, так и, допустим, можете смена руководства. Придет такой очень энергичный руководитель, который будет, так сказать, все менять в рамках вашего предприятия, вашей организации. У тех, кто владеет своим делом. Что мы видим? Здесь у нас ложится рыцарь монет. Кстати, смотрите, сколько вам падает карт пентаклевой масти. Все ровно, все стабильно, неспешно, но для вас это ресурсно. То есть вы понимаете, что камень вода точит. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. То есть у вас здесь все получается, все идет своевременно, так как нужно. И самое главное, стабильно, без каких-либо потрясений. Так, то, что касается финансовой стороны вопроса. Здесь у нас ложится пятерка чаш. Вы скажете, как так? Вроде бы по работе стабильно. А где же здесь финансовый план? В данном случае пятерка чаш – это колоссальные траты. Почему? Потому что, обратите внимание, здесь есть эти вот цветки, то есть есть ресурс, но видите, он от вас уплывает, то есть вы его для чего-то срываете. А именно в данном случае это какие-то колоссальные расходы. Посмотрим, с чем это будет сопряжено. Чем это будет сопряжено. И у нас здесь ложится тройка монет. Итак, у кого-то в первую очередь это может быть связано с инвестициями в обучение, образование, потому что здесь идет речь о работе. Это, кстати, могут быть также семинары, поездки, командировки, бизнес, какие-то тренинги. То есть то, что вы, по сути, как бы инвестируете в будущее. Поэтому расходы действительно колоссальные. Но опять же, дно колоды у вас падает аркан умеренность, зона комфорта. То есть вкладывать в свое будущее, в свой комфорт, в свое развитие. У некоторых это также будут поездки. Но это, знаете, как совместить приятное с полезным, потому что тройка монет и умеренность – это хоть и не карты движения сами по себе, но это траты, которые сопряжены, знаете, как приятно с полезным. Допустим, вы одновременно и работаете, и, так сказать, наслаждаетесь атмосферой, познаете новую культуру, то есть здесь наполняетесь новой информацией. Потому что вот эти голуби, которые у нас здесь изображены, они как раз указывают на ситуацию баланса. Что пришло, то и ушло. Поэтому здесь, да, траты будут, но они у вас будут траты на вашу зону комфорта. То, что касается вопросов здоровья. У нас здесь ложится король мечей. Сам по себе аркан у нас является сигнификатором врача. То есть это может быть обращение к врачу. И здесь, поскольку, как мы видим, ласточка у нас идет в лицевой зоне, это все, что у нас связано с головой. То есть там могут быть вопросы, связанные с глазами, а именно там лазерная коррекция или проверка зрения. Это все, что может касаться отоларинголога или, возможно, стоматолога. Потому что здесь это не какая-то острая ситуация. Здесь, давайте с вами посмотрим, у вас здесь даже ложится десятка монет. Это серьезные финансовые вложения в свое состояние здоровья с целью профилактики. То есть и что-то делать, знаете, как на долгосрок. И это будет стоящее. То есть у кого-то действительно могут быть вопросы стоматологии, у кого-то лазерная коррекция. То есть ряд каких-то процедур. У кого-то может быть показания, знаете, как ринопластика. Совмещаете приятное с полезным. Устраняете какую-то проблему и, допустим, добавляете себе лоска какой-то внешней красоты. То есть здесь это плановое, то есть это не внезапное и то, что действительно вам принесет зону комфорта и радости. Только, пожалуйста, не делайте это в коридор затмений, делайте это, пожалуйста, после 8 апреля. То, что касается личной жизни. А здесь у нас ложится аркан сила. Карта сила. Есть любовь, есть поддержка, есть партнерство. В первую очередь карта сила – это и страсть, и любовь, и взаимодействие. Как говорится, есть на кого опереться. Будем смотреть, как этот аркан прозвучит для каждого из вас. Смотрим здесь по ситуации для тех, кто у нас свободен. Для тех, кто свободен по колесу фортуны, это как судьбоносный период, потому что это, видите, механизм. Часики крутятся, время ваше пришло. И не зря здесь изображено сердце. То есть пришло время любить. То есть это ситуация, когда вы действительно можете обрести и встретить партнера или партнершу по судьбе, с которым вам будет комфортно, с которым вы будете ощущать
счастье и стабильность. А мы посмотрим с вами, как будет развиваться ситуация для тех, кто у нас в любовных треугольниках. Здесь опять-таки король чаш, аркан, который указывает на любовь, на взаимопонимание, на поддержку, на укрепление союза. То есть здесь ситуация не меняется. Снова, видите, у вас дно колоды аркан умеренность, зона комфорта и стабильности. У тех же, кто на данном этапе у нас состоит в стабильных союзах. Что у вас? У вас, как мы видим, здесь пятерка жезлов, карта стратегии. То есть в первую очередь это как продавить вашего партнера или партнершу, чтобы вы добились того, чего вы хотите. У вас даже дно колоды, видите, императрица. Мужчины, не обижайтесь, но в рамках этого месяца женщины правят балом однозначно. То есть кто-то может как манипулировать вами, так и, допустим... Ну, знаете, как женщина здесь задает тон в любом случае развитию ситуации или развитию отношений. Кого-то могут, так сказать, мягко подвести к созданию семьи, кого-то подведут к продолжению роду, а у тех, у кого, допустим, у вас уже семья, дети, все стабильно, то это укрепление отношений. Но еще такая, знаете, политика, я бы сказала, негласная. Но в рамках этого месяца, по крайней мере, однозначно в семье будет главенствовать женщина. То есть нужно будет прислушиваться к ее мнениям, к ее желаниям, к ее потребностям. Но и в целом сила и карта императрицы – это укрепление отношений, укрепление союза, это сплоченность и совместное достижение целей. И вот видите, здесь не зря вот эта императрица, она раскрывается, распускается цветами. Это как... новый этап вашего союза, ваших отношений. Новый этап эмоциональной привязанности друг к другу. Совет и рекомендация от карт. У вас здесь ложится тройка жезлов. Обратите внимание на прорисовку. Здесь девушка держит, так сказать, корабль в своих руках и стоит на берегу моря. То есть она как сама Вселенная. То есть выбор пути, куда вам двигаться, куда отправиться. Поэтому тройка жезлов – это планирование. И в рамках апреля шикарно будет путешествовать или планировать поездки, которые будут у вас позже. Но здесь все, что вы задумаете или какие семена вы заложите, они однозначно пойдут в рост и будут вам на перспективу. Если посмотреть, месяц значимый, прекрасен в плане личной жизни и работы. Нужно подтянуть финансовую сторону вопроса, либо готовиться к этим растратам заблаговременно. А мы с вами смотрим неожиданность этого месяца, неожиданность периода. Что у вас здесь? Какие здесь арканы? Потрясающие выходят карты. Посмотрите сейчас сами. У вас падает карта оракула оптимизм, доверие и поддержка. То есть здесь в первую очередь верьте в лучшее, планируйте, сейте вот эти вот семена вашего оптимизма в далеко идущих планах, потому что они будут реализованы. Опять же, карта доверия. Вот тут не пригреть змею на груди. Здесь, знаете, обретение мудрости, потому что, смотрите, вы как лежите здесь на руке Бога, пророка, то есть высшие силы вас ведут к достижению целей. Ну и карта поддержка говорит сама за себя, она акцентирует ваше внимание на том, что бы вы ни задумали в рамках этого периода, сама Вселенная будет вам давать протекцию, помощь, поддержку в исполнении ваших планов, целей, мечты и достижении желаемого. Пусть так и будет, так вам и закроем, чтобы месяц действительно был плодотворным, благодатным, и вы получили максимум от жизни в течение апреля. Пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту для вас отозвется, отыграется эта информация, какие перемены у вас произойдут. Мне будет приятно почитать, вас услышать. Поэтому жду от вас весточки, жду от вас обратной связи. Благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.